Доброе утро, друзья! Опять я с вами. Выехал на рыбалку. Сегодня я выехал где-то в 4 утра встал, в 5 выехал, в 6 вот утренняя зорька расцвело. Вот я сейчас на пруду Александровка налево. Опять на нем, потому что здесь, ребята говорят, что поклевывает. Проверим этот вопрос, поклевывает или нет. Вот. И, в принципе, сейчас, вот если вы видите, поплескивается чуть-чуть рыбка. Да, рыбка ходит, но будет ли она клевать, это мы еще посмотрим. Потому что капризная рыба, когда вода остывает, она, естественно, капризничает. Вот, и не всегда клюет. В принципе, сезон еще рано закрывать, но сезон именно на крупные бойлы, наверное, уже вот последний выезд. В дальнейшем я буду уже ловить на другие приспособления, другие снасти. Это будут дневные выезды. Сейчас вот я выехал специально с ночевкой. Посмотрел на пруд. Стою в другой части пруда. Ближе уже к яме сместился. Вот, закинул удилище на середину русла. На середине русла здесь где-то около 6 метров на расстоянии 17 оборотов. 17 оборотов на 4 это чуть дальше за 60. Около 60. Вот. Точки поставил, закинулся, вот жду поклевок. Что будет? Но, в принципе, особых часто не буду ни кормить, ни перезакидываться, потому что это все-таки такая не летняя рыбалка, вода остыла, холодная, вот, но очень прозрачная. Буду, в принципе, ловить. Если также буду в промежутках между карповой ловлей пытаться ловить еще и леща. Так что дни, проведенные на рыбалке, не идут сейчас жизни. В общем, так, друзья, я поставил карповые точки, раскинулся, поставил плавающую кукурузу, скорики и бойлы там, поп-ап. Нашел точки, прикормился. Так как я в Александровке, здесь есть лещ. Вы помните, наверное, по предыдущим моим видео. Очень хорошо клевал. Вот поэтому я не мог себе отказать в удовольствии. Взял 2 фидера, вот, и закинулся. Точку определил маркером. Одна точка у меня на 40 метрах здесь стоит. И вторая точка, одно удилище я на 40 метрах и кормлюсь, и на 40 метрах держусь. А второе удилище я чуть подальше поставил, там 48 метров. Бывает же лещ поближе идет, подальше бровки. Там примерно глубина около 6 метров, потому что уже от 35 метров вот в этой части водоема, то есть идет склон, и вот именно 6 метров, точка от 35, и уже дальше как бы более-менее ровно, а потом дальше еще русло есть. Вот поэтому, в принципе, на ближайшую точку выбрал я на 40 метрах, и там же закармливаюсь. Вот. Чем кормлю? У меня были остатки зерновых, вот в кульке лежат. В общем, туда был немного, полпачки проса, полпачки гороха, полпачки перловки. Все это я сварил и сложил в кулек целлофанный, выдавил туда головку чеснока, все это перемешал, закрутил и вот привез сюда. Здесь уже какой-то сыпучки добавил и плюс меласса еще. И в принципе, нормально подходит, рыба клюет. Из остатков как бы сделал вот прикормку. Чеснок, меласса, сладкие запахи, лещ хорошо реагирует. Сейчас вообще тишина на пруду, сейчас покажу вам пруд. Очень красиво, потому что солнце взошло наконец-то. И такая тишина, и, сами увидите, очень красиво на пруду сейчас. Пока ветер не начался, день и все остальное. Вот. Буду ловить сейчас леща, а потом часа 2-3 буду смотреть, перенасаживать, прикармливать карповое удилище. Вот. В принципе, такая рыбалка неспешная, с удовольствием и мелочь потаскать, и попробовать поймать карпика. С ночевкой я последний раз выехал. Больше не буду, потому что неприятно прохладно, да и ночью рыба сильно не активна. Осенью, когда падает температура, рыба, наоборот, нужно ехать не когда в ночь она там ест, питается, клюется, а именно с рассвета и до заката, потому что это самое активное время для клёва рыбы.
солнышко прогревает воду, вода чуть-чуть нагревается, рыба начинает питаться, метаболизм увеличивается чуть-чуть, вот именно когда светло и чуть пригревает солнышко воду. А к вечеру она, в принципе, уже не активная, потому что вода, это солнце перестает светить, вода немного охлаждается там, и, в принципе, менее активна она. Да, она может клевать, но уже менее активна. Вот. Так что ловим рыбу. На той стороне спиннингист приехал. Пытается щуку поймать. Ну, пока особо щука это уже не активно клюет. Еще для нее попрохладнее должна быть погода, наверное, чтобы она активно жрала. Ну, раз пытаются люди, значит, что-то есть на пруду. Здесь много судака, щуки, говорят. Но это уже в холодное время года ловить надо. Хорошая поклевочка. С 40 метров клюет. Ну, там пятно прикормил. Здесь, по-моему, в 10, часа 2 назад. Вот рыбка подошла. Другую удочку я поближе поставил на 32 метра, пока молчит. Наверное, надо переставлять вторую удочку дальше. Ну, на безрыбье и лещ рыба, будем так считать. Если карп молчит, давайте будем леща ловить. Ух ты! Ушел. Да ладно, бог с ним. Следующего поймаем. Ну, время 11:30, как раз, наверное, к 11 лещ подошел. И вот как раз поклевывает. С утра вообще поклевок не было. Это очередная. Ну, дистанция, где закормил, там он и подошел туда. Ну, не лещ, а подлещик все-таки ближе. Оп. Подлещик. Ну, хоть Александровка немного порадовала подлещиком, хотя уже надоел этот подлещик, хочется все-таки нормальную рыбу поймать. Ну, куда деваться. Что клюет, то и ловим. Поближе клюнула дистанция. Ну, в принципе, там 4 метра, разницы нету сильно. О, да хорошо, прямо отыгрывает. Сопротивляется, приятная рыба. Еще не перестала сопротивляться. Холодная вода не слишком влияет на нее. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Оп, сам выпрыгнул. Сам в руки, раз, и есть. Не хочется пачкаться. Слизь. Все знают, что на нем же слизь. Просто на чистого опарыша идет. Ну, опарыш либо с червем, но червь закончился, вот на чисто опарыш. Так что ловим потихонечку. Опять, наверное, много поймаем леща. Делаю по-другому. У него ни одной в воде нет. Да. Я с его точки забросаю, а он пусть ищет себе новую. Да, я раньше так поступал, когда было мне 5 лет. На зимней рыбалке, знаешь как? Сидишь, не клюет тебя ни хера. В мою точку кинул. Неправда. А что, нешет? И я такой, вот так дядька такой какой-нибудь раз тащит из друзей отцов, так раз, так хоп, серушку и тащит. Он пока вот так раз ее так и снимает. Он пока снимает серушку, я подбегаю так, херак его в лук. Вот эта херня, вот, да, верхняя. Так она только что спросила, говорит, вы мне, говорит, подняли. Опа. Вот так вокруг тебя. Вокруг. Опа. Ходили влево. Доброе утро, друзья. Ну вот и утро. Утренний кофе. Что может быть приятней? Фидеры пока что-то молчат. Поэтому я заварил себе кофе. Естественно, ждем поклевку.
ветерочек поднимается с утра. Я думаю, вот сейчас ветерочек поднимется через часик хороший, и пойдет клев. Неприятно, когда в тебя идет ветер, но когда идет ветер, то волна смешивает кислород, увеличивается количество кислорода, и в принципе движуха какая-то идет, по мусор несет сюда пищу в эту сторону, то в принципе рыба активизируется и начинает чуть-чуть питаться, потому что сейчас рыба, получается, с утра поплескалась и встала, все. Сейчас ветер ее расшевелит и в принципе в нашу сторону дует, поэтому поприбивает ее в эту сторону корм, и она придет за кормом. На что и расчет. Вот, задувать начал активнее ветер. Ну что, надеемся на движение рыбы. Опять поклевочка. Ну что, тащим. Лещ подошел хорошо. Ну, прям где-то вот закидываешь минут 10, и поклевка есть. Подошла стая, пока она кормится на точке, надо ловить. Соседи у меня еще опять те же самые приехали, тоже ловят. Оп, оп. Эх ты. Ну, покрупнее подошел. Вот такие лёши. Ну, в принципе, как раз под засолку. Хороший, оптимальный вариант. Тем более они сейчас к зимовке готовятся. Наелись, то есть жирок есть. Поэтому все отлично. Но все равно хотелось бы поймать карпика и амура напоследок. Ну что, продолжаем ловить леща. Лещ стабилен. Клюет нормально. Ветер поднялся. Как раз лещ после этого начал ловить. Да еще прикормили точку хорошо. В принципе, прикорми нормально рыбу, и она придет. Только как найти карпа с амуром в такой период времени, чтобы он клевал, это вот задача посложнее. Получается, в этот раз мы с ней не справились. То есть я. Леха, подсаком. Подсаком, да. Вон, я... Да где? Вот. Подними его, подсак, да. Все. Он просто перехлестнул с другой удочки крючок. Оп. Все, спасибо. Не надо подсак обратно в воду кидать. Давай мне, я его заберу. Не, я просто... Я смотрю, ты его в воду пытаешься закинуть обратно. Коварный ты, чувак. Конечно. Вроде поймать помог, а тут же хочешь выкинуть мою рыбу. Мы же его пускаем. Да? Ну, уже покрупнее подлещик подходит. Ну что, не успел закинуть. Леска только села. Сразу же следующий клюнул. Ну, мне нравится такая рыбалка. Темповая. Ладно, давай сюда. Ты вроде небольшой, я так еще. Клево. Клево, да? Приятные быстрые поклевки. Продолжаем ловить. Ну, хоть лещ не дает скучать. Что-то я как-то переспециализировался на леща вместо карпа и амура. Ладно, потом исправлюсь, обещаю. Опять. Опа. Чуть-чуть поменьше. Опа, оп, нормально, в садок. В садок. Сама запрыгнула. О, сама. Ну, рыба просто приучена к прыжкам в садок. Здесь. Неспешная ловля леща, я уже практически собираюсь. Но он поклевывает.
Ладно тебе. Так, итак, друзья, итоги рыбалки. Леща я хочу забрать, все-таки засолить. Впереди долгая зима, когда я еще наловлю его. Посмотрим, что к чему. Слушайте, ну так неплохо вроде. Ведро есть. Ведро весит 320 грамм, я сейчас взвесил. Вот. Так. Обнулили. Семь килограмм. Ну, минус 300 грамм. 6700. Вот такой приятный подлещик порадовал в Александровке. Налево. Ну, по холодной погоде приятно и его тоже половить, если уж не попали на карпа амура. Так что вот такая рыбалка. И клевал лещ на обычный опарыш, бутерброд вместе с этим, опарыш вместе с червем. Ну, когда червь закончился, и на опарыш клевал также. Главное прикормить, он подходит периодами, то есть подходит, начинает интенсивно клевать. Потом полчаса, час перерыв, опять подошел, начал клевать. И так можно, в принципе, долго ловить. Но ночью вчера именно мы ждали где-то с 10 вечера до часу, не спали, думали, лещ подойдет, клевать будет. Не клевал, именно днем клевал. Так что можно не париться с ночевками, приезжать днем, ловить здесь этого леща. Ну, в принципе, пойдет на засолку. Зима длинная. Зимней рыбалкой я увлекаюсь, но у меня не получается его зимой леща этого ловить. Может быть, не те места, надо знать, где ловить, что наловить, как ловить. Ну, то есть, ну, с осенью у меня останется. Итак, друзья, сутки подходят к концу. Это мой последний, наверное, выезд с ночевой на классическую карповую рыбалку. Вот. Следующий уже будет дневные выезды именно с фидером на методную оснастку. Вот. Карпа, амура так не удалось поймать. Но, в принципе, лещ не давал скучать. Поэтому будем считать, что рыбалка наполовину удалась. Цель, конечно, была поставлена в последний раз поймать на бойлы именно хорошую рыбу, большую. Но не получилось. Не всегда наши цели совпадают с желанием рыбы клевать. Вот. Ну, в принципе, в целом я рыбалкой доволен. Все отлично. Хорошая погода стояла, пока солнце пригревает. Вот. Ну, в принципе, на этом, как говорится, рыбалка классической карповой с ночевой заканчивает свое существование. Потому что уже погода некомфортная, рыба уже плохо клюет, и самим некомфортно ночевать. Хотя, в принципе, ночевал нормально, машину не прогревал, в спальнике спал. Так что оставайтесь с нами. Кому понравилось, подписывайтесь. Вот. До следующих включений. И рыбалка. Всем ни хвоста, ни чешуи.